Ваня держится за надежду одной рукой, но изо всех сил. Чувствует крестик и успокаивается. Впереди дорога до Москвы, где никогда не был, самолетом, на котором никогда не летал. Выздоравливай, солнышко. Не бойся лететь на самолете, хорошо? Раны ноют, но он мужественно терпит. И когда предложат дополнительное обезболивающее, откажется. Так началось его путешествие длиной в 1000 километров. Идем, поехали. Ванюшка, так, девочки, теперь чуть-чуть. Ребенка увозят, а в больничных коридорах врачи трут глаза. Говорят, в добрый путь. За время конфликта через них прошли сотни раненых, но такой тяжелый и такой крепкий духом только он, Ваня Воронов. Да я ж тобой всегда. Он теперь один сын у мамы. Больше нет младшего Тимофея. 5-летнему ребенку снаряд, попавший во двор, шансов спастись не оставил. Еще убил отчима мальчиков, а Ваня стал инвалидом, без ног и правой руки. Он говорит, я вот так делаю, на правой ручке. Я говорю, Ваня, нету там ручки. Он про младшего спрашивает, да? Ну, спросил, да. Говорит, похоронили Тимошку. Похоронили. Там в машине расстроить, а потом мы вещи отдадим. Перевозку раненого Вани на лечение в столичную клинику организовали Первый канал, российский МЧС и Минздрав. В Москву его доставлял самолет санавиации. Летающий госпиталь уносил его от войны. Бомбят у нас там очень. В Донецке мы были 10 дней. Нас так бомбило, что Ваня вообще давай уезжать там, где будет безопасно. Мама говорила, а рядом спал Ваня. Он не заметил, как приземлились, как ехали по Москве. Глубокой ночью его привезли в Институт детской неотложной хирургии и травматологии. Ждать утра не стали. Доктора тут же начали обследование. Осколки снаряда сильно повредили глаза. Лучи яркого света – единственное, что Ваня сейчас может разглядеть. Утром маме скажут, что ночью сына прооперировали. Из ран убирали осколки, и хирурги будут работать еще. А потом к ней приходили люди, незнакомые с улицы. Дарили цветы, и Ване передавали игрушки. Полонишку. Сюда тоже посадим. Там еще мы были в Донецке, ему подружка передала, она тут ему делала ангелочка, книжки мы читаем постоянно. Мы перечитали все, что у нас было. И нам еще в больнице подарили о моряках. Вот он вот очень такое любит читать. Вот. Но он как сейчас уже ему все, ему интересно очень. Мама готовит палату. Скоро сына переведут из реанимации. А пока она наедине с мыслью, которую никак не прогнать. Протезики. Это будет бегать. Я сильно за Ласкин переживаю, чтобы видел. Потому что вы же, сами понимаете, если темнота, то... Офтальмологи осторожны в прогнозах, впрочем, видят положительную динамику. Впереди долгое и сложное лечение, но надежда есть. Глаза Вани стали лучше реагировать на свет. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин и Анастасия Берестенко. Воскресное время. Первый канал. Ване очень нужна ваша помощь. Для него и его семьи открыты счета, и реквизиты их сейчас на экране. Пожалуйста, если можете, помогите.